Приветствую вас на канале Таро Флер. Мы сейчас будем смотреть расклад, прогноз на неделю с 10 по 16 июня. Я наконец-то возвращаюсь с прогнозами на неделю. Теперь идея будет такая. Мы пока на картах Таро Райдера будем смотреть, как пройдет ваша неделя. Также будет три варианта. И по Таро Зеленой ведьмы выберем с вами совет на неделю. Также будет три варианта. Так, сейчас мы начнем с райдера. Значит, три варианта. Мы сейчас выберем три варианта. Первый, второй и третий вариант. Это у нас как пройдет неделя по Таро Райдера. И по Таро Зеленой ведьмы мы посмотрим совет карт на неделю. Это к первому, это к второму, это к третьему. Выбирайте понравившуюся вам пару карт. Первый, второй или третий вариант. Выбирайте и слушайте расшифровку. Итак, первый вариант у нас на неделю обзор. Как пройдет неделя и совет по картам Зеленой ведьмы на неделю. По первому варианту. Неделя у вас будет спокойная. Вам нужно будет очень хорошо держать себя в руках, поступать правильно, быть, знаете, каким-то мерилом для окружающих, быть правильным, совершать какие-то правильные поступки. Вы в целом человек такой, который совершает правильные поступки. И если что-то будет получаться не так, ну, у нас не может быть все всегда в жизни прекрасно и замечательно, то совет по картам Таро Зеленой ведьмы, совет будет для вас это принять то все как есть и поступить мудро. Мудро решить возникающие у вас на следующей неделе задачи. Какие бы они ни были, с вашим опытом, с вашими знаниями вы найдете совершенно правильный выход из ситуации, но обязательно вам нужно это принять. Не уходить в какие-то эмоциональные качели, может быть, радости или грусти, какие бы события ни происходили. Вам нужно обязательно на все смотреть ну, не скажу свысока, но с высоты опыта, вот так вот. Даже если опыта у вас, может быть, еще и не сильно много, то того, который у вас уже есть. Либо обратиться за этим к человеку более опытному. Но здесь более, конечно, что вы воспользуетесь своим собственным опытом. Тем, что вы уже имеете, тем, что вы уже нажили, тем, что вы уже понимаете и чувствуете, как должно быть правильно. И благодаря этому неделя пройдет хорошо. Хорошей вам недели. Второй вариант развития событий на следующую неделю с 10 по 16. По этому варианту, какая интересная у вас будет неделя. Во-первых, сразу хочу сказать вам, какие, если и будут разочарования на этой неделе, они будут вам принесены судьбой, и они принесут вам изменения, и изменения только к лучшему. Это сразу первое, что вот я вижу, и что плохого здесь может быть. Здесь, конечно же, карты вам говорят, что могут быть какие-то разочарования, может быть какие-то изменения в чем-то, какие-то, ну не горести я скажу, ну вот какое-то вот разочарование. Здесь может быть и в отношениях, может быть и в работе. Может быть, вы чего-то ожидали в работе, может быть повышение, может повышение зарплаты, повышение в должности, может быть изменение какое-то в работе. И вам в нем, может быть, откажут. Но я хочу сказать, что совет от карт Зеленой ведьмы здесь будет, что эти изменения вам только на пользу. Говорит о том, что все
вам судьба показывает, что, скорее всего, это не ваш путь, то, что произойдет, и совершенно другой путь вас ожидает. Разворот на совершенно в другую сторону, разворот на 180 градусов. Изменения, которые произойдут, они будут обязательно положительными, и они не будут, знаете, как переход с одной должности на другую. Здесь будет, скорее всего, переход, допустим, вы работали юристом и будете работать продавцом. То есть совершенно разные по специфике работы, то есть совершенно какая-то противоположная. Это я пример привела такой, конечно, юрист высокооплачиваемый, а продавец этот. Но вот продавец бывает человек по призванию, ему нравится продавать. И, может быть, работая продавцом, человек будет получать в десятки раз больше работ, чем бы он работал юристом. Я вот такой имею пример в виду. Так что неделя будет очень интересная. Если у вас будет возможность найти это видео, то напишите, пожалуйста, мне комментарий, кто выбрал второму варианту, а как у вас проигрались события на этой неделе. Очень интересно узнать. Вот. И, конечно, желаю вам хорошей недели и удачи. И третий вариант развития событий на следующую неделю с 10 по 16 июня. Так, какие у вас интересные карты. Знаете, если у вас были мысли о том, чтобы неплохо было бы вам, допустим, увеличить зарплату, вы можете обратиться на этой неделе с этим вопросом к начальству, и вы знаете, вы получите ваше получение. Если вы ожидаете новую должность, опять же, вы получите. Если вы хотите заняться каким-то новым делом, начать какой-то новый проект, начать, может быть, работать даже на самого себя, то карты вам говорят, что у вас все получится, вы будете победителем в том, что вы задумали. Если вы хотите начать какое-то обучение, у вас все получится прекрасно, и это обучение пройдет для вас очень плодотворно и полезным будет для вас это обучение. Вообще любые начинания на этой неделе по этому варианту очень хороши. Не бойтесь делать первый шаг, не бойтесь начинать. У вас получится. Карты вам советуют не бояться, потому что это карта победителя, это карта, что все будет самым наилучшим образом. Если у вас есть возможность найти это видео и после происшествия недели написать комментарий, как у вас прошла неделя, я буду очень благодарна. Мне очень интересно, как проигралась вот эта ситуация в вашей жизни. И опять же я повторюсь, да, что неделя по этому варианту будет очень интересная. Здесь также важным будет то, что если вы будете, допустим, открывать новое дело, здесь обязательно не нужно только на эмоциях, не нужно только на каком-то вдохновении, здесь более нужно быть, знаете, прагматичным, более человеком, который понимает всю соль того, что вам предстоит сделать. То есть вы будете открывать новое дело, вам нужно понимать, какие бумаги вам надо будет собрать, какие деньги надо будет заплатить. И это все будет однозначно недешево, и вы должны это понимать. Обучение, опять же, да, вы должны понимать, что за это вы должны будете заплатить. Повышение, вы должны понимать, опять же, что это больше уйдет ваших сил и энергии на то, чтобы в новой должности вы были также. Но имейте в виду, что совет ваших карт, совет по этому варианту от карт, не бояться это делать. Но здесь эмоции не нужны, здесь нужно именно четкое следование тому, чего вы хотите. Удачи вам!